Всем панкейк! Знаете ли вы, что гиганты существуют не только в сказках? В реальном мире есть очень много людей, рост которых превышает отметку в 2 метра, а самый высокий человек, когда-либо существовавший на нашей планете, и вовсе практически достигал высоты автобуса. И в этом видео мы собрали топ самых высоких людей за всю историю человечества. Приятного просмотра! 7 место. Султан Кёсен. Он является самым высоким человеком планеты, живущим в настоящее время. Султан Кёсен родился 10 декабря 1982 года в деревне Мертвили в Турции. И сначала рос вполне обычным ребенком, но когда ему исполнилось 10, у мальчика выявили опухоль гипофиза и гормональный сбой. Эти два фактора нередко являются причинами гигантизма. Вот и нашего героя эта проблема не обошла стороной. И уже к 2009 году его рост составил 246 сантиметров, что было зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. А 2 года спустя 26-летнего парня снова измерили и зафиксировали новый рекорд – 251 сантиметр. Можно подумать, что такая особенность принесла молодому парню всемирную известность, славу, сделала его по-настоящему счастливым. Конечно, в этом есть доля правды. Теперь он может путешествовать по всему миру, как и мечтал в детстве, сниматься в фильмах. Но кроме того, Султан Кёсен имеет множество проблем в повседневной жизни. Сложности возникают, например, с поиском одежды. Ему необходимы брюки длиной 153 сантиметра и верхняя одежда с рукавами длиной 93 сантиметра. Кроме того, размер обуви Султана Кёсен равен 62-му размеру. Все это, конечно же, приходится шить на заказ. Из преимуществ большого роста сам Султан также отмечает возможность работать с высокими деревьями в саду своих родителей, замену лампочек и другие виды помощи по хозяйству. Врачам в 2010 году удалось остановить рост мужчины и дать хотя бы малейший шанс на нормальную жизнь. И 28 октября 2013 года Султану Кёсен даже удалось жениться на Мерве Дибо, которая едва доставала ему до локтя. Но в 2021 году пара развелась. Сейчас турок практически не жалуется на свое здоровье. Однако передвигаться ему все равно приходится при помощи костылей. 6 место. Вейно Мюллерине. История этого мужчины совсем не похожа на историю предыдущего. Его рост, по некоторым данным, также составлял 251 сантиметр, однако максимальной отметки он достиг лишь к 40 годам. А вот в молодости Вейно Мюллерине был вполне обычным молодым человеком, разве что немного выше других. 220 сантиметров – не та отметка, которая могла бы помешать службе в армии и отправке на фронт. И в 1929 году, в возрасте 20 лет, молодой парень поступил на военную службу в тяжелую артиллерию в Выборге и получил известность как самый высокий солдат в истории. Демобилизовавшись, поселился в Хельсинки, стал членом Хельсинского легкоатлетического клуба, пробовал заниматься борьбой. В 1930-е годы он путешествовал по Европе и выступал в цирках, сначала как борец, а затем просто демонстрировал себя и пожимал руки зрителям. С 1942 года Вейно также был женат на Анне Луизе Пуистонен. Брак продлился всего лишь 2 года и был бездетным. Жизнь этого человека нельзя назвать простой. Ведь помимо службы, войны, выступлений в цирке, неудачного брака, Вейно также страдал заболеванием суставов. Ему было очень сложно двигаться. В конце жизни он заболел еще и сахарным диабетом, а за полгода до смерти упал и сломал тазобедренный сустав. Умер 28 апреля 1963 года в возрасте 54 лет в Хельсинки в Институте лучевой терапии. 5 место. Эдуард Бопре. Рост этого мужчины превысил отметку в 2 метра еще в 11 лет. В детстве, подобно другим гигантам из нашего списка, Эдуард Бопре был вполне нормального роста, но лишь до 7 лет.
возраста, когда мальчику пришлось пойти в школу. Гигант обладал невероятной памятью, знал множество иностранных языков – английский, французский, мичив, кри и сиу. Кроме того, был отличным наездником, но бросил езду в возрасте 17 лет, так как его рост больше не позволял ему кататься верхом. Также он отличался невиданной силой, с легкостью сгибал металлические прутья, поднимал тяжести, что умело демонстрировал на сцене. Бопре сначала выступал в местном цирке, а затем проехал с гастролями по всей Канаде. Находясь в Монреале 25 марта 1901 года, Эдуард боролся с Луи Сиром, известным франко-канадским силачом, считающимся сильнейшим человеком из когда-либо живших. Поединок был очень коротким и закончился победой Сира. 1 июля 1904 года Бопре подписал контракт с цирком Барнума и Бейли и должен был выступать на Всемирной выставке в 1904 году в Сент-Луисе, в штате Миссури. Там у него появилось легочное кровотечение, осложнение от туберкулеза, и 3 июля 1904 года в возрасте 23 лет он умер в больнице на территории выставки. На момент смерти его рост составлял 252 сантиметра, а вес – 170 килограммов. Настолько огромным был этот человек. 4 место. Трентье Киевер. Это, возможно, самая высокая девушка за всю документально зафиксированную мировую историю и единственная представительница прекрасного пола в нашем списке. Ее рост по разным источникам составлял от 254 до 259 сантиметров, за что она еще при жизни получила прозвище «Большая дева». Подробная биография этой девушки-гиганта практически неизвестна, ведь она проживала еще в начале 17 века. Известно лишь, что Трентье Киевер родилась в семье Корнелиса Киевера и Анны Паувелс. Отец, голландский шкипер, был родом из прусского города Эльбинг, ныне Эльблонг. Трентье быстро достигла очень большого роста и могла без лестницы чистить сточный желоб на крыше. Родители показывали дочь за деньги на ярмарках и карнавалах. В первом удостоверенном документальном упоминании о ней как диковинке описан случай, который произошел 30 июня 1625 года. В этот день король Богемии Фридрих V вместе с женой Елизаветой Стюарт и свитой по дороге в Англию остановился в Эдаме, и местный бургомистр повел их посмотреть на 2-метрового ребенка. Фрейлина Крофтс в своем письме упомянула 9-летнюю девочку удивительной величины. Трентье умерла от рака 2 июля 1633 года в голландском городе Тервейен, куда ее привезли на ярмарку родители. В эдамской церковной книге записано, что 7 июля Трейн, дочь Корнелиса, великую деву, похоронили в Великой церкви в Эдаме. На надгробии этой девушки высечена Трентье Киевер, Большая дева, 17 лет. Интересно, что в филиале Эдамского музея даже существует ее портрет, картина неизвестного автора. На ней девушка-гигант изображена в полный рост, в мещанской одежде. Слева на поясе висит связка ключей, справа – подушечка для игл и футляр для ножа, ложки, вилки. Надпись поясняет, что согласно преданию на портрете девушка красивее, чем была в действительности. Здесь же стоят ее туфли длиной 36-40 сантиметров. По нынешним меркам это 54 размер. 3 место. Леонид Стадник. Причиной аномального роста уроженца Украины стала опухоль гипофиза, появившаяся после операции на головном мозге. Случилось это в 1982 году в 12-летнем возрасте ребенка. И с того момента обычный парень стал быстро расти, по 2-3 сантиметра в год. По официальным данным, занесенным в 2007 году в Книгу рекордов Гиннесса, рост Леонида на тот момент составлял 257 сантиметров, а масса тела – 200 килограмм. Вот только, вероятнее всего, это не конечное значение. Дело в том, что мужчина не любил излишнее внимание к своей персоне и отказался в последующие годы регистрироваться в Книге рекордов заново. Поэтому, по некоторым предположениям,
рост Леонида Стадника на момент смерти в 2014 году составлял не менее 270 сантиметров. Здоровье и самочувствие Леонида были далеки от идеала. Он мог ходить только при помощи опоры. Также носил большие размеры одежды, которую приходилось изготавливать на заказ. Но были и позитивные моменты. Например, группа украинских бизнесменов подарила Стаднику спутниковую антенну и компьютер с выходом в интернет. Мужчину также принимал президент Виктор Ющенко. В апреле 2008 года он вручил необычному парню, уроженцу Украины, машину «Шевроле». Умер Леонид Стадник 24 августа 2014 года в возрасте 44 лет в родном селе. Причина смерти – кровоизлияние в ту самую опухоль гипофиза головного мозга. Второе место. Джо Роган. Тройку самых высоких людей в мире открывает американец Джо Уильям Роган. Родился он в конце 19 века в семье афроамериканца, бывшего раба в округе Самнер, штата Теннесси. В каком году точно это произошло, неизвестно. Одни исследователи говорят, что в середине февраля 1865, другие – 1868. Когда мальчику исполнилось 13 лет, он активно пошел в рост и не прекращал расти до самой смерти. К 20 годам мужчина заработал серьезные проблемы с суставами и практически не мог передвигаться без костылей и других подручных средств. Когда рост Джо Рогана перевалил отметку в 259 сантиметров, им заинтересовались журналисты. Он часто давал интервью многочисленным газетам, называвшим его негритянским гигантом. Кажется, молодому человеку нравилось такое внимание, и он с удовольствием рассказывал о своей жизни, о том, с какими трудностями ему приходится сталкиваться в связи с аномально большим ростом. Джон придумал и сам соорудил повозку, которую запряг козами и передвигался практически всегда на ней. Современники рассказывали, что мужчина обладал очень низким тембром голоса, был достаточно приветлив и даже игрив. Работать ему было трудно, но Джон придумал способ заработка. Продавал открытки и портреты с собственным изображением на вокзалах и в местах большого скопления людей. Неоднократно мужчине предлагали участвовать в развлекательных мероприятиях – цирке, на карнавалах, ярмарках, но в ответ получали категорический отказ. Роган продолжал расти практически до самой смерти, поэтому трудно было измерить точные показания о его размерах при жизни. В 1905 году, после осложнений, вызванных заболеванием, мужчина умер. Его тело было погребено в семейном склепе под монолитной бетонной плитой, чтобы никто не смог его эксгумировать и изучать. В тот же период он был измерен последний раз. Максимальный рост Джо Рогана составлял 267 сантиметров при весе в 79 килограмм. Первое место. Роберт Уодлоу. Согласно официальным данным, американец Роберт Першинг Уодлоу является самым высоким человеком в мире за всю историю нашей планеты. Страдавший опухолью гипофиза, как и остальные участники нашего топа, Уодлоу стремительно рос всю свою короткую жизнь. За исключением первых 4 лет. В этот период он ничем не отличался от среднестатистического мальчика. А вот в 5-летнем возрасте родителям уже пришлось купить своему ребенку одежду, которая обычно подходит 17-летним парням. К 8-летию Роберт обогнал по росту собственного отца. Его рост составил 187 сантиметров. В 10 лет достиг 198 сантиметров и массы 100 килограмм. В 18 лет он имел уже рост 254 сантиметра, массу 177 килограммов и носил обувь размером в 49 сантиметров. К этому моменту Уодлоу, ставшему уже американской знаменитостью, делали обувь бесплатно. Мальчик, конечно же, сильно выделялся среди своих сверстников, но его родители всеми силами пытались сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно. Чтобы мальчик мог учиться в школе вместе со своими сверстниками, ему соорудили большую парту. Во время учебы ему помогли стать бойскаутом, сшив по заказу форму большого размера. Также ему изготовили увеличенную в размерах палатку и спальный мешок. Дома Роберт Уодлоу активно играл со своими младшими братьями и сестрами.
Так что, несмотря на все трудности, обычно вытекающие из большого роста, парень вел достаточно активный образ жизни. Кроме школы, Роберт закончил университет, а потом выступал в передвижном цирке братьев Ринглинг и объездил с гастролями всю Америку. Его называли «добрым великаном». Но состояние здоровья Уодлоу постоянно ухудшалось. У него, подобно другим великанам, была ограниченная подвижность ног, из-за чего требовались костыли. Именно это и стало причиной гибели молодого парня. В возрасте 22 лет в 1940 году он умер от инфекции. Костыль натер ногу Роберта, что вызвало сепсис. Врачи пытались спасти жизнь знаменитого американца при помощи переливания крови и операции, однако 15 июля самый высокий человек в мире скончался во сне. Его рост незадолго до смерти составлял 272 сантиметра. Из уважения к доброму великану в день похорон все предприятия города были закрыты. Более 40 тысяч человек расписались в реестре присутствующих на церемонии. Фёдор Махнов. Самые внимательные из вас могли заметить, что мы говорили о тройке самых высоких людей за всю историю человечества, но упомянули лишь двоих из них. Кто же он? Великан, не вошедший в основной список. Фёдор Махнов был самым высоким человеком на нашей планете лишь по неофициальным данным. Родился он в Российской империи, в деревне Костюки в 1878 году. Мальчик с самого рождения был крупным, но особенно резкий рост у него проявился к 8 годам. И уже к 14 годам парень дорос до отметки в 2 метра. Кроме того, он отличался невероятной силой, что, несомненно, приносило пользу в хозяйстве. Привычную и размеренную деревенскую жизнь великана изменила одна из поездок на Полоцкий базар в город Витебск. Там его и приметил немец Отто Биллендер, который возглавлял гастролирующий по всей Европе цирк. Он сразу увидел потенциал Махнова и понял, что кроме высокого роста парень обладает еще и харизмой. Он забрал парня к себе на воспитание, стал полностью обеспечивать его содержание и подарил возможность зарабатывать немалые деньги. Фёдор Андреевич Махнов гнул металлические прутья, разбивал кирпичи, поднимал на руках сразу несколько человек, участвовал в турнирах по борьбе. Но вскоре по физическим причинам, из-за болезней, решил оставить карьеру циркового артиста и вернуться в родную деревню. Выкупил усадьбу, переименовал ее в Великаново, женился, отправился с семьей путешествовать по миру. Но потом у него начали отниматься ноги, дали о себе знать и старые болячки. В возрасте 34 лет Фёдор Махнов скончался от заболевания легких. Его рост на тот момент составил 285 сантиметров. Его тело досталось ученым в Минске. Но во время Второй мировой войны все данные об исследованиях и само тело были утрачены, поэтому Фёдор Махнов является самым высоким человеком в мире лишь по неофициальным данным. Жизнь людей, попавших в это видео, несомненно, не была легкой. Они значительно выделялись в толпе, ловили восхищенные и порой пугливые взгляды. Кроме того, страдали от многочисленных болезней, мешающих нормальной жизни. Их имена навсегда останутся в истории. Это был топ людей-гигантов, которые реально существуют или существовали. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите нам на почту в описании. Спасибо за просмотр.